Кажется, что невозможно успеть многое, когда у тебя всего несколько свободных часов в день. А уж если ты мама в декрете, то все, будь готова отбросить свои амбиции в долгий ящик. Ведь у тебя же ребенок. Я же считаю, что весь секрет в правильном планировании и распределении приоритетов. Моей дочке 7 месяцев, и за это время я успела организовать свою жизнь так, что одновременно с материнством я совмещаю прохождение курсов, работу с клиентами, ведение соцсетей, а также развитие нашего с мужем стартапа. И хотя не всегда все идет по плану, вообще не всегда, именно планирование помогает мне не сбиваться с намеченных целей и планомерно идти к ним. Сегодня я покажу вам один из таких дней, про которые думаешь, ну вот сегодня все точно пойдет коту под хвост. А также поделюсь рабочими лайфхаками, которые помогают мне не отчаиваться и всегда находить время на то, что действительно важно. Почему вообще так получается, что целый день ты как будто бы находишься в гонке, делаешь много действий, но по факту к концу дня обнаруживаешь, что силы закончились, а дела так и не были сделаны? Для себя я поняла, что так может происходить, если день изначально не был разбит на определенные промежутки. Например, для себя я выделила несколько периодов, которые мне помогают как-то определиться в этой жизни. Первый промежуток с 7 до 15. Это время, когда я вообще ничего от себя не требую. В это время я обычно просыпаюсь, часто с недосыпом, и могу сделать только что-то самое банальное. Например, умыться, приготовить завтрак и потом снова пойти спать. Этот день был как раз такой. Сейчас 8 утра. Прошел час с того момента, как Аврора проснулась. За это время я успела искупаться, вымыть голову, потому что в 10 часов у нас с ней врач. Соответственно, чтобы потом я не выглядела как непонятно кто, решила себя немножко привести в порядок. Сейчас в планах, возможно, ее усыпить ненадолго. Да, Аврора? Немножко, чтобы она поспала. Вот, я, может, тоже чуть задремну, потому что легла я где-то сегодня часа в 3 ночи, 2:30. Потому что кто-то не хотел спать долго, а потом я не могла заснуть. Ну, короче, как обычно это все бывает. Все остальные свои дела, которые у меня намеченные, они стоят где-то на послеобеденное время и на вечернее, ночное. Второй промежуток с 15 до 18. Это время, когда я уже проснулась и готова уделять время семье и ребенку. Параллельно, если вдруг появляется минутка, я могу заняться чем-то полезным, например, посмотреть лекцию по маркетингу, пока готовлю обед, или ответить на сообщения по работе. Третий промежуток с 18 до 21. В это время мой муж обычно заканчивает работу и очень часто соглашается забрать у меня ребенка и пойти с ней гулять, чтобы я немного выдохнула и поработала. Если такое время появляется, то я, конечно же, его использую на все 100. Последний промежуток с 21 до 2 часов ночи. Это единственное время, которое я могу полноценно уйти в работу, чтобы меня никто не отвлекал. Чаще всего именно на это время я планирую самые сложные ключевые задачи. Конечно, эти периоды очень примерные, и если вычесть из этого время на подготовку к работе, заботу о ребенке, общение с семьей, всю рутину, получается, что за день у меня как раз набегает около 3 часов свободного времени. Это помогает мне не строить воздушные замки, а четко понимать, каким количеством времени я располагаю, и не расстраиваться, если вдруг какие-то из задач не были выполнены. Так, у меня получается сейчас несколько задач. Первое — это обучение от Гугла. Стараюсь его проходить. Далее это сайт, для него дизайны всякие делаю. SMM и соцсети, а конкретно YouTube. Один из главных пунктов, к которому я сама до сих пор учусь и который действительно мне помогает сохранять силы и не превращаться в злую собаку, это умение просить помощи. Так как я нахожусь в эмиграции, у нас нет помощи в виде родственников, поэтому главная моя поддержка — это муж. Я могу отдать ему ребенка, когда мне нужно поспать или поработать, и он может побыть с ней несколько часов. Еще один способ экономии ресурса — освобождение от бытовых обязанностей.
Так, я, например, уже полгода сама не убираюсь в квартире, максимум могу убрать вещи по местам, а для генеральной уборки мы раз в неделю приглашаем помощницу по дому. Также для нас не проблема заказать на дом доставку, если я чувствую, что моральных сил на готовку у меня нет. Хотя после введения прикорма для ребенка это стало сложнее, ведь еду из доставки младенцу не дашь, поэтому я либо готовлю что-то максимально простое, либо, если блюдо сложное, делаю заготовку на несколько дней. Благо, едим мы не очень много, да и не брезгуем питаться одним и тем же, поэтому нам подходит. Короче, у меня наконец-то освободилось время, потому что сейчас Артем пошел гулять с дочкой в 7 часов вечера, вот, и у меня наконец-то нашлось время на свои дела. Я уже поработала немножко с проектом клиентки, написала там ей список тем для контента. Сейчас буду дописывать сценарий для Ютуба. Это прям то, что я очень давно откладывала, и наконец-то пришло время это добить. И еще мне нужно будет доделать дизайн нашего сайта, который мы с мужем разрабатываем. Поэтому в целом здорово, что получается немножко наладить режим делания дел, потому что я, честно говоря, думала, что я вообще сегодня не сяду, потому что сейчас у дочки какой-то период непонятный происходит в развитии. Мне кажется, это регресс сна. Не знаю, либо регресс сна, либо у нее зубы режутся, непонятно, но она очень переживает, волнуется, плачет целыми днями, нервная такая. Но вроде как справляемся. Кстати, вот такой вот лайфхак по созданию контента, который я почему-то решила сейчас вам сказать, это создание шаблонов для контента. Вот здесь можно видеть. Я себе сразу создала несколько, и в них отмечены самые главные вещи, которые мне нужно не забыть при написании сценариев. Например, открываем шаблон длинного ролика, и здесь, например, есть какая-то цель, да, ролика, что я хочу этим роликом получить, подписка, там, сохранение и так далее. Краткое изложение основной идеи, уровень контента, но это имеется в виду более развлекательный или такой более экспертный. И вот здесь есть чекбокс с публикацией на разных площадках, чтобы получать больше охват с одного типа контента. Вот, и, соответственно, место для сценария. Я пока еще не успела достаточно основательно опробовать этот шаблон, но уже вот, допустим, пишу сценарий для Ютуба вот по вот этим шаблонам, поэтому в целом интересно. Посмотрю, как будет работать, и, если что, потом запишу какой-нибудь более подробный обзор на эту страничку. Вообще, основной лайфхак всего этого видео заключается в том, чтобы искать максимальное количество чит-кодов, которые подойдут непосредственно для вашей жизни. Подумать, какие вещи отнимают много времени и какими ресурсами вы обладаете, чтобы это время себе освободить. Сейчас я вспоминаю добеременное время и понимаю, насколько больше у меня было свободного времени и как же нерационально я его использовала. Постоянные залипания в соцсетях, прокрастинация, застывание на ненужных совершенно второстепенных делах. Недавно, кстати, записала ролик про прокрастинацию и ловушки мозга, которые мешают нам достигать наших целей. Оставлю на него ссылочку где-нибудь тут. Так вот, а когда у меня появился ребенок, я просто стала по-другому относиться ко времени, которое у меня есть. Больше ценить его, что ли, и не тратить на пустяки. Поэтому заклинаю вас, не тратьте время на то, что не приводит вас к цели. Выделяйте самое ключевое и делайте именно это. Даже если вы потратите на работу 15 минут в день, но сделаете ее качественно и осознанно, это принесет вам гораздо больше результата. Напишите в комментариях, какие из советов вам понравились больше всего. А может быть, у вас есть свои лайфхаки, которые вы уже проверили на себе и которые помогают вам распределять свое время более эффективно. Возможно, и себе возьму что-то на заметку. Ну а мы встретимся с вами в следующем видео. Пока-пока!